Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухелянд бежал с окраины, шапка на... Дамы и господа, честной люд, всем салют. Залетный зритель, рад тебя тоже приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, не лысый таксист, и я вещаю из мобильного бюро. Да, офис на колесах, пускай это будет так, если вам так нравится. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих. Вы видите QR-коды, ссылки вы также найдете в описании под этим роликом. Это музыка и влоги, путешествия, немножко обзор отелей, также Скандинавия, рыбалка, огород, дача, копание, ну, в общем, всего понемногу, да, маленькие обзоры. Кому интересно, переходите, подписывайтесь. Нет, так нет, шагаем дальше, да уж никого не тяну. Также видите QR-код телеграм-канала, описание, ссылка тоже в описании от этого телеграм-канала. Был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим роликом. Где-то вы стали свидетелем. Ссылочку прислать, ну или просто подискутировать, да, темы разные, не только политические, скажу, даже меньше политических тем, чем остальные, вплоть от того, что какие напитки лучше пить, и когда сажать чеснок, и, в общем, все, и о кухне. Все, найдете буквально все, да. Люди относительно адекватные, вернее, относительная часть, так как я многих не знаю, те, кто общаются, про тех говорю, вот. Так что, если вы адекватный человек, добро пожаловать. Мы с вами там подискутируем. Вот, ну что, ребятки, у нас опять темка. Темка такая, подарила нам соцсеть жалобы, опять жалобы. Почему украинцы? Я не могу найти ни одного русского, ребят, правда, я не могу найти. Вот вы пишете там кто-то, да, почему ты русских не показываешь? Да я показал бы, я и немцев показал бы, да. Но нету. Они почему-то этого не снимают. Так что извиняйте. Сирийцы тоже не снимают, да. Ну, сирийцы, я знаю, работают многие сейчас профессорами, докторами в больших клиниках. Да, это я знаю точно. Да, поэтому, наверное, не снимают. Они работают. Королевна. Давно мы ее не слышали, да? Давайте Королевну послушаем. Вы догадались, про что пойдет речь? О жалобах, налогах. И вот Королевна говорит, как и хорошо жить в Германии. Давайте послушаем и разберем. Все украинцы, и я в том числе, хают постоянно Германию, по мнению хейтеров. Поэтому сейчас я хочу рассказать плюсы жизни в Германии, почему я еще здесь нахожусь. Первое, мне очень нравятся, конечно же, выплаты. Да, расскажи, почему ты находишься в Германии? Она расскажет это сама. А финансовая поддержка от страны, конечно же, только украинцам Германия помогает, поэтому нужно пользоваться на полную этим всем, как бы денежки капают. Но она помогает не только украинцам, да. Почему бы не жить так шикарно, как живут украинцы здесь? Ну да, с этим я согласен. А второе, что мне нравится, что можно не работать. Мне это не нравится, что можно не работать. Да, есть причины у некоторых людей, которые не работают. И эти причины надо акцептировать. Есть инвалиды. Совсем свежеприбывшие, поставить себя на учет, языковые барьеры, шпрахкурс. Это все понятно, это все проходили, и на это надо время для интеграции. Но когда ты уже 3 года, 2 года, 4 года отсидел, и все дай, халяву дай, вот тут я ничего не понимаю. Вы понимаете что-то? Если вы понимаете, я не прав, напишите мне. Ну или прав тоже напишите мне. Это как бы очень хорошо, потому что, ну, в какой стране мы можем еще как бы жить и не работать, да? Ну, нигде. Да. Назвать страна дураков нет, у меня язык не поворачивается, да. Но ладно, я промолчу. Поэтому здесь мы все и остаемся, и продолжаем жить. А следующее, это очень большой плюс в сравнении с Украиной, это то, что нет бездомных животных, потому что для меня это самая болючая тема. Ну, окей, для меня это тоже болючая тема, да. Тиргаймы, например, это очень прекрасно, хорошо. Вот я лучше налоги бы на тиргаймы платил бы, да, чем куда-то кому-то, чтобы на халяву жили. Я бы на зверей лучше платил. То есть за 4 года здесь я ни разу, клянусь, ни разу я не увидела, чтобы какое-то животное, собака или кот ходили, бегали где-то сами, неважно, это в городе или в селе, вы такого здесь не увидите. Ну, с этим ты не права. Ходят, бегают, конечно, зверюшки. Так, ваше мнение, Гефракт, насколько она права, что жить на халяву в Германии хорошо? Или же скажите мнение о ней. Правильно ли она все трындычит?
Вот, и теперь еще я вам ролик один покажу. Тут немножко другой. Халява-то халявой, да, жить хорошо. А когда начинаешь работать, и тебе не хватает денег, тут заплати, там заплати. Вот одна женщина жалуется, тоже с Украины. Она прошла все трубы, огонь, как говорят, да, и устроилась на работу, интегрировалась, и немножко теперь жалуется. Давайте послушаем. Ну что, все тут мы в Германии под колпаком у Мюллера, я У Мюллера? У какого Мюллера? Не знаем мы никакого Мюллера. бы сказала. Вот, например, налог на собаку, да? Ну да, кстати, говорили мы сейчас о животных в первом ролике, да. Тоже, ну вот налог на собаку. Ну, хочешь собаку, плати налог, да. Когда я была на джоб-центре, то джоб-центр нам платил пособие и определенные скидки. Определенные скидки, ну да. Мы не платили за радио, не платили за полный налог на собаку. Но вот сейчас я работаю сама полностью на себя. И, значит, налог на собаку предоставьте. Свою зарплату, дочкину зарплату, сколько вы за газ, сколько вы за свет платите. В общем, все, что у меня есть. В общем, короче говоря, я уже думала, сдыхалась. Нет, еще не все. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, ребятки. А что думали, будут куры жареные летать? Да? Или будет пенсия 3000 и ни хрена не делать? Или 5000 зарплата будет и тоже ни хрена не делать? Или у меня 5 дипломов в 25 лет высшего образования, и я пойду тут в банк сейчас барабаны бить, да, и танцы с бубном устраивать. Буду я начальником, и мне будут 5000 евро платить, не знаю языка. У меня же 5 образований высших в 25 лет, да? А вот шиш, выкуси. Пахать надо, работать, учить язык и свои образования доказать надо сначала, обосновать. Вот, ребятки. Но у меня приготовлен для вас еще один ролик, очень интересный. Вот такие делишки. Напишите мне, пожалуйста, вот как так можно. У меня, например, уже все, у меня крыша кипит, я только роликов их насмотрелся, да. Но перед тем, как мы перейдем к другому ролику, я хочу сделать небольшую рекламку. Рекламку компании моего хорошего друга, поэтому она бесплатная, уделите 10 секунд. Он занимается перевозками и доставками грузов. Cargo In. Грузы по всей Европе, СНГ, по всему миру, включая Россию. Да-да, вы не ослышались, Россию тоже. Это все делается четко, быстро, без всяких заморочек. Если вы перейдете, вернее, назовете канал Влог 360, то вы получите небольшую, но все же получите скидку от этой компании. Также все контактные телефоны, электронную почту вы найдете в описании под этим роликом. И теперь мы посмотрим очередной ролик насчет работы. Давайте. Джоб-центр обязал продать свою недвижимость на Украине и жить на эти деньги в Германии, на вырученные эти деньги в Германии. Угу. Как вам такое? Я думаю, им это не понравилось, а мне понравилось. Давайте посмотрим. Джоб-центр не перестает удивлять. Ну, подождите, он еще не так вас удивит. История произошла с моими знакомыми. Ребята не так давно выехали из Украины в Германию. Как и все украинцы, они стали на учет в Джоб-центре. Угу. Очень интересно. Но по истечении 3 месяцев Джоб-центр их снял с учета. Аргументируя это тем, что у них якобы в Украине, в Киеве есть жилье, а именно частный дом, который оценивается в $500 000. Вау, $500 000. Сумма не маленькая, да? Здесь стать Джоб-центр, сколько наглости надо набраться, да? В Джоб-центр встать, денежку кассировать с налогоплательщиков, да? Те, которые не все имеют такие дома в Германии, да, по $500 000. На их деньги жить, но свое жилье иметь такое. А продать как? Не алло? Давайте послушаем дальше. И они
должны продать свое жилье и на эти деньги жить в Германии. Полностью я согласен продать и на эти деньги жить. 24 параграф подразумевает всего лишь временную защиту. Временную защиту, ключевое слово. Это не забываем никогда. Что же делать потом, когда закончится временная защита по 24 параграфу, и люди захотят вернуться домой? А дома уже нет. Ну, нету, вы жили на эти деньги. Вам же не могут платить, имея 500 000, да, и вам еще платят деньги. Как вы считаете, это было справедливым решением Джоб-центра? Иногда мы с вами недооцениваем работу некоторых ведомств, а они делают свою работу очень хорошо. Ну чего, я вам скажу, ребятки. Джоб-центр молодец, мне нравится такой подход. Полностью, да, конфисковать надо. Драгоценности, дорогие машины, да. Если ты становишься на 24 параграф на временную защиту, ты получаешь от Джоб-центра деньги. И имея свои же деньги, карты, накопления, недвижимость какую-то, ты получаешь деньги. И эти деньги платят налогоплательщики, которые, может быть, даже имеют меньше денег у себя на контах, на счетах, чем тем, кому переводятся пособия эти. И это несправедливо. Да, продавать, и пускай на эти деньги они проживают. А еще лучше эти деньги директ Джоб-центру отдавать, и он сам будет выплачивать ту сумму, которую найдет нужным. И также может потратить их на других беженцев, и это будет очень-очень справедливо. Это, опять же, мое мнение. Вот, ребятки, скажите теперь вы мне ваше мнение, правильно ли сделал Джоб-центр? Адекватно пишем, конструктивно пишем, чтобы ваш комментарий не попал в бан. Нет, я их не баню, я их иногда только фильтрую, да, когда переходят уже на персональные оскорбления, да. Конечно, я их стираю уже. А в большинстве, скажем, 99% тех, которые висят в бане или не отфильтрованы, это уже YouTube отфильтровал. Поэтому будьте немножко конструктивнее. Будьте добрее немножко, да. Относитесь к своим близким, соседям, не знаю, проходите прохожих. Улыбнитесь, да. Ну, погода говно, ну и что, все равно улыбнитесь, будьте добрее. И к вам эта доброта прилетит бумерангом обратно. А если вы злые, да, как вот пишут злые такие комментарии, строчат там, ужас какой, нахрен. И это все им возвращается обратно, поверьте мне. В 3, в 4, в 5 раз больше. Заставляют дом продать, например, да. Ладненько, ребятки, спасибо, что досмотрели до конца. Приятненько. Не забываем подписаться на этот каналчик. Лайк, комментарий. Ну, все как положено. Танцы с бубном. Попрыгнуть, еще что-нибудь. Лень писать комментарий. Точку поставили, рожицу, смайлик. Пальчик вверх, пальчик вниз. Ну, все как полагается. Всем добра, удачи.